В самом центре величайшего континента Земли, в тысячах километров от ближайшего океана, возвышается колоссальная природная крепость. Место, где вертикаль безжалостно правит над горизонталью, а ледяные ветра разбиваются о гранитные пики высотой в 7000 метров. Здесь более 80% территории – это чистый первозданный рельеф. Исполинские хребты, уходящие за облака, которые древние кочевники с благоговением назвали Тянь-Шань – небесные горы. Сегодня мы знаем эту землю как Кыргызстан. Забудьте о стандартных глянцевых пейзажах. Мы привыкли восхищаться ухоженной, безопасной красотой швейцарских Альп. Но Тянь-Шань – это край невозможных парадоксов и экстремальных контрастов, чья дикая мощь ломает любые шаблоны. Здесь ледники толщиной в сотни метров, помнящие ледниковый период, соседствуют с раскаленными марсианскими каньонами. Здесь, на высотах, где у человека от нехватки кислорода мутится рассудок, пульсирует скрытая, невероятно сложная и отчаянная биологическая жизнь. Но этот ледяной монолит не был бы таким живым без его народа. Веками выживая среди суровых скал, кыргызы пронесли непреложный закон. Чем жестче горы, тем теплее сердце. Гостеприимство здесь врожденный код, и каждого путешественника ждут как самого дорогого гостя. Сегодня мы шагнем за пределы привычных троп. Мы поднимемся в настоящую зону смерти, где человеческие амбиции разбиваются о гранит. Мы увидим, как бьется и взрывается ледяное сердце Тянь-Шаня, сбрасывая мегатонны воды. Мы спустимся к самому большому высокогорному аккумулятору тепла на планете, который отказывается замерзать даже в самые суровые зимы. И заглянем в глаза невидимым хозяевам этих гор, чьи стратегии выживания превосходят самые смелые фантазии. Пристегните ремни, сделайте глубокий вдох. Добро пожаловать в Экзомир. Наш подъем начинается. Глава 1. Северный полюс высоты. Гора, которая не прощает. Чтобы понять истинный неукротимый характер Кыргызстана, нужно посмотреть в лицо его главному стражу. Наш подъем начинается с абсолютного предела. Мы покидаем привычный мир и поднимаемся на высоту 7439 метров. Туда, где граница тропосферы истончается, атмосферное давление падает в 3 раза, а небо теряет свою голубизну, приобретая тяжелый, темно-фиолетовый, почти космический оттенок. Перед нами пик Победы, или Жениш-Чокусу. Среди профессиональных альпинистов от Гималаев до Кордильер это имя произносят с особым благоговением и скрытым страхом. В современном мире, где восхождение на Эверест постепенно превращается в дорогой коммерческий аттракцион, куда шерпы прокладывают километры перил и несут за туристов кислородные баллоны, пик Победы остается непреклонным. Здесь нет коммерции, нет спасательных бригад. Это свирепая, дикая гранитная стена, длиной в 10 километров, закованная в непробиваемую броню из висячих ледников. Пик Победы – это самый северный семитысячник планеты Земля. И именно этот географический факт делает его одной из самых смертоносных гор в истории альпинизма. Профессионалы говорят, Победа – это семитысячник, который бьет силой восьмитысячника. Из-за близости к северным широтам гора становится первым препятствием на пути колоссальных арктических циклонов, идущих из Сибири. Погода здесь не портится, она обрушивается. Температура на главном гребне регулярно падает до минус 50 градусов по Цельсию. Ураганные ветра зарождаются мгновенно и достигают скорости в 200 км в час. Это не просто ветер. Это плотный ледяной поток, который способен разорвать в клочья высокотехнологичную палатку и сбросить человека в пропасть глубиной в 3 километра. Удивительно, но этот исполин долгое время водил человечество за нос. Гора настолько огромна и так часто скрыта плотными штормовыми облаками, что вплоть до 1943 года картографы даже не подозревали о ее истинных размерах. Ее путали с соседними вершинами, и лишь во время специальной топографической экспедиции ученые с изумлением обнаружили, что перед ними скрывался настоящий гигант. Здесь нет места человеческому эго. Попытка покорить эту вершину – величайшая иллюзия.
Воздух на гребне настолько разрежен, что кровь густеет, а мозг медленно умирает от гипоксии. Каждый шаг требует нескольких мучительных вдохов. В условиях такого кислородного голодания начинаются жуткие слуховые и зрительные галлюцинации. Маршрут к вершине заставляет людей идти по ножу. Узкому снежному карнизу шаг влево означает падение в Китай, шаг вправо – обрыв на ледники Кыргызстана. Эта гора пускает к себе немногих, а отпускает живыми еще меньше. Пик Победы сурово наказывает за любую самонадеянность. Если на высоте выше 6000 метров альпинист ломает ногу или теряет сознание, спасения не будет. Из-за разреженного воздуха вертолеты просто не могут сюда подняться. Тела тех, кто совершил роковую ошибку, сорвался со скалы или замерз во время внезапного шторма, навсегда остаются там. Они вмуровываются в синий тысячелетний лед, превращаясь в мрачные ориентиры для будущих экспедиций. На этой высоте гора просто забирает человека, делая его частью своего вечного пейзажа. Глядя на эти промерзшие, безжизненные скалы, кажется, что в этой зоне смерти нет и не может быть никакой динамики, лишь застывший абсолютный ноль. Но природа Тяньшаня полна обмана. Стоит нам опустить взгляд на несколько километров ниже, в грандиозное ущелье, у подножия этого исполина, и мы увидим, что ледяной ад на самом деле дышит и пульсирует. Мы спускаемся на ледник Энильчек, чтобы стать свидетелями величайшей гидрологической загадки Центральной Азии. Глава 2. Пульсирующее сердце ледника. Озеро, которое взрывается. Оставьте позади фиолетовое небо и запредельный холод пика Победы. Мы следуем законам гравитации и опускаем взгляд. Туда, куда медленно, миллиметр за миллиметром, сползают тысячелетние льды, образуя у подножия высочайших вершин колоссальную замерзшую реку. Перед нами ледник Южный Энильчек. Это не просто скопление снега, это искореженный, изрезанный бездонными трещинами панцирь толщиной в 200 метров и длиной более 60 километров. Ландшафт здесь настолько суров и хаотичен, что напоминает поверхность расколотой луны. Гряды черных камней, выдавленных из недр гор, чередуются со слепительно-белыми ледовыми сираками размером с многоэтажные дома. Идти здесь значит каждый час рисковать провалиться в скрытую под снегом пропасть. Кажется, что в этом царстве мертвого камня и абсолютного холода нет места ничему живому или изменчивому. Но если вы проделаете этот тяжелейший путь в середине лета и доберетесь до высоты 3300 метров, вы внезапно столкнетесь с картиной, которая сломает ваше восприятие реальности. Посреди серо-белого безжизненного хаоса перед вами внезапно откроется гигантская чаша. Идеально ровная, пронзительно-бирюзовая гладь воды длиной в 4 километра. Высокогорное озеро, по которому словно корабли, призраки дрейфуют огромные белоснежные айсберги, с грохотом откалывающиеся от тела ледника. Это озеро Мерцбахера, и оно живет по правилам, которые до сих пор заставляют геологов и глициологов со всего мира ломать голову. Впервые его обнаружил немецкий географ Готфрид Мерцбахер в 1903 году. Ученый искал проход к вершинам, но вместо этого наткнулся на невозможный океан, запертый во льдах. Он был потрясен этой красотой. Но если бы Мерцбахер вернулся сюда всего пару месяцев спустя, он бы решил, что сошел с ума, потому что озеро бы исчезло. Мерцбахер – это не просто водоем. Это бомба замедленного действия. Большую часть года озеро представляет собой тихую ледяную ловушку. Талые воды с окрестных ледников стекают в эту котловину, но выход им преграждает гигантская ледовая дамба. Само тело ледника Энильчек озеро начинает медленно расти. Уровень воды поднимается день за днем, неделя за неделями. Давление миллионов тонн ледяной воды на хрупкую дамбу возрастает до критических немыслимых значений. Напряжение в воздухе становится физически осязаемым. Ледник начинает зловеще трещать, а затем каждый год в конце лета здесь происходит настоящая природная катастрофа. Озеро буквально взрывается. Никто и никогда не видит самого начала этого процесса, потому что он запускается глубоко под землей, во мраке подледных пещер.
В какой-то момент гидростатическое давление воды находит слабую точку. Оно приподнимает многотонный ледник или пробивает в нем брешь, и дамба рушится изнутри. Внезапно бирюзовая гладь начинает закипать. Возникают гигантские водовороты. Вода с оглушительным первобытным ревом, от которого дрожат скалы, устремляется в подледные тоннели. Скорость сброса достигает 1000 кубометров в секунду. Озеро начинает стремительно исчезать на глазах. Огромные айсберги, которые еще вчера величественно плавали на поверхности, лишаются опоры и с жутким скрежетом оседают на обнажившееся дно, разбиваясь вдребезги. Всего за несколько дней гигантское озеро Мерцбахера выпивается ледником досуха. На месте прекрасного бирюзового зеркала остается лишь марсианский кратер, заполненный грязью и расколотыми глыбами мертвого льда. Озеро абсолютно сухое и останется таким до следующего цикла. Для неподготовленного зрителя этот прорыв выглядит как разрушительный катаклизм. Но в гениальной инженерии Тяньшаня нет бессмысленных разрушений. Это не катастрофа, это буквально гигантское сердцебиение. Озеро Мерцбахера работает как мощнейший клапан природного насоса. Вырвавшись из подземелий Энильчека, эта дикая масса воды пробивает себе путь сквозь узкие гранитные ущелья. Река набирает колоссальную силу, снося все на своем пути. Именно этот пульс запускает кровеносную систему всего региона. Талая вода несет в себе холод и первозданную энергию заоблачных высот, чтобы преодолеть сотни километров, напитать безводные долины и раствориться в главной загадке Кыргызстана. Она стремится вниз, в гигантскую тектоническую чашу, чтобы стать частью горного озера. Озеро, которое, вопреки всем законам суровой зимы, отказывается покрываться льдом. Мы спускаемся в долину к теплому сердцу Тяньшаня, к озеру Иссык-Куль. Глава 3. Озеро, сломавшее зиму. Инопланетный реактор Тяньшаня. Спуститесь на 1000 метров ниже мертвых льдов Энильчека. Талая вода, вырвавшаяся из взрывающегося озера, устремляется вниз. Она пробивает гранитные ущелья, с ревом преодолевает пороги, жадно впитывает минералы скал и, наконец, вырывается на простор. Горы резко расступаются, открывая глазу картину, которая заставляет засомневаться в законах географии. Здесь, на высоте 1600 метров над уровнем моря, в гигантской тектонической впадине, зажатой между двумя заснеженными хребтами, плещется бескрайний темно-синий океан. 200 километров в длину, второе по величине высокогорное озеро планеты. Зима на Тяньшане безжалостна. Температура в окружающих долинах регулярно падает до минус 30 градусов. Земля промерзает насквозь. Водопады застывают стеклянными столбами, а горные реки останавливают свой бег. По всем законам физики, этот огромный водоем должен превратиться в мертвый, непробиваемый ледяной панцирь. Но посреди белого, морозного ада он остается живым. От его поверхности поднимается густой пар. Озеро не замерзает. Никогда. Древние кочевники, чьи караваны выходили к этим берегам из ледяных ущелий, пораженно назвали его Иссык-Куль – горячее озеро. В их легендах вода была согрета дыханием подземных драконов. Но настоящая разгадка кроется не в мистике, а в безупречной природной инженерии. Иссык-Куль – это не просто водоем. Это гигантский климатический аккумулятор, работающий с эффективностью идеального реактора. Его первый секрет – колоссальный объем. Озеро обманчиво спокойно, но его дно скрыто во тьме, на глубине почти в 700 метров. Летом, когда солнце жарит высокогорную долину, эта чудовищная масса воды, 1700 кубических километров, жадно впитывает тепло. Она запасает солнечную энергию миллиардами тонн. А когда с гор спускаются зимние штормы, Иссык-Куль начинает медленно, градус за градусом, отдавать это тепло обратно в атмосферу. Озеро работает как гигантская батарея, согревая воздух вокруг себя и ломая хребет зиме. Второй рубеж обороны – это химия. В Иссык-Куль впадает более 80 рек, но не вытекает ни одной.
Вся влага покидает чашу только путем испарения. Вода уходит, а соли и минералы, смытые с гор, остаются. Эта легкая солоноватость работает как природный антифриз, понижая температуру замерзания. И, наконец, скрытый фактор. Озеро покоится в глубоком разломе, где земная кора истончена. Прямо под толщей воды на самом дне бьют горячие термальные источники, подогревая этот гигантский котел теплом земных недр. Взаимодействие этих сил создает вокруг озера феномен, не имеющий аналогов. Иссык-Куль формирует внутри сурового Тянь-Шаня свой собственный закрытый микроклимат. Пока на перевалах бушуют смертельные метели, на южном берегу озера, в защищенной горами котловине, растут абрикосы, яблони и даже редкие виды орехов. Это биологический оазис, запертый внутри ледяной крепости. Но это теплое дыхание порождает еще одну аномалию, пожалуй, самую визуально шокирующую во всем Кыргызстане. Оставьте синюю гладь Иссык-Куля и пройдите всего несколько километров вглубь южного берега. Вы внезапно шагнете в портал на другую планету. Буквально в 10 минутах езды от воды, там, где только что зеленели тяньшаньские ели, земля вдруг разрывается. Зеленый цвет исчезает, уступая место кроваво-красному, желтому и оранжевому. Перед вами каньон-сказка. Это место выглядит так, словно марсоход Curiosity ошибся координатами и приземлился в Средней Азии. Из-за тысячелетнего воздействия ветров и перепадов температур, тех самых, что создает незамерзающее озеро, мягкий красный песчаник был вырезан в фантастические психоделические формы. Здесь нет ровных линий, только острые шпили, закрученные спирали, лабиринты и колонны, напоминающие руины инопланетных городов или хребты спящих драконов. Контраст выбивает почву из-под ног. Вы стоите на раскаленном марсианском грунте, где летом температура Земли обжигает подошвы, а прямо перед вами, в просветах красных скал, сияет синее озеро Иссык-Куля, за которым возвышаются ослепительно белые промерзшие шапки пятитысячников. Снег, озеро и Марс в одном кадре. Ни один голливудский мастер спецэффектов не смог бы придумать декорацию сюрреалистичнее. Именно здесь, на берегах горячего озера, понимаешь, что Тянь-Шань – это система крайностей. Но эта система невероятно гостеприимна для тех, кто знает ее правила. Каждую зиму, когда северные регионы Азии сковывает лед, десятки тысяч перелетных птиц устремляются сюда. Лебеди, кликуны, фламинго и редкие виды уток слетаются к озеру, потому что это единственная открытая вода на тысячи километров вокруг. Иссык-Куль спасает их от смерти. Но если озеро – это теплое и спасительное сердце небесных гор, то на его скалистых рубежах, там, где снова начинается зона экстремального холода, правит совсем другая кровь. Кровь существа, которое эволюционировало, чтобы стать абсолютным невидимым убийцей. Мы поднимаемся туда, где властвует самый скрытный хищник планеты. Глава 4. Призрак гор. Идеальная биомеханическая машина Тянь-Шаня. Оставьте позади теплое дыхание марсианских каньонов и геотермальных вод Иссык-Куля. Мы снова идем наверх. Туда, где воздух становится тонким, как бритва, а гравитация не прощает ни единой ошибки. На высоту от 3 до 5 тысяч метров. Это царство отвесных стен, нестабильных каменных осыпей и ледяных карнизов. Место, где даже самые ловкие горные козероги рискуют сорваться в пропасть от малейшего порыва ветра. Именно здесь, на самой крыше Центральной Азии, правит абсолютный, непревзойденный хищник. Кыргызские кочевники с первобытным уважением и священным трепетом называют его Ирбис. Для всего остального мира он снежный барс. В культуре местного народа это животное больше, чем просто зверь. Ирбис – это тотем, символ свободы и независимости. Но увидеть его в дикой природе – это невероятная удача, граничащая с чудом. Снежный барс – настоящий призрак Тянь-Шаня. Вы можете неделями бродить по его территории. Он будет наблюдать за вами с уступа в 20 метрах, но вы никогда его не заметите.
Снежный барс – это не просто большая дикая кошка. Это вершина эволюционной биомеханики. Живое воплощение высокотехнологичного инструмента, созданного природой для доминирования в самых враждебных условиях на планете. Начнем с того, что убивает человека на этих высотах – гипоксия и холод. В условиях экстремального разрежения, где люди задыхаются после десятка шагов, барс дышит полной грудью. Его носовые ходы уникально расширены и работают как тепловая пушка. Ледяной, обжигающий легкие, воздух мгновенно согревается в этих сложных каналах. Сама грудная клетка хищника гипертрофирована. Она работает как мощный компрессор, выкачивая драгоценные микроскопические крохи кислорода из пустой атмосферы. Взгляните на его маскировку. Шерсть дымчато-серого цвета, усыпанная темными розетками. Это безупречный оптический камуфляж. Природная стелс-технология. На фоне игры света и тени среди грязного снега и изломанных камней барс буквально растворяется в пространстве. Его широкие массивные лапы густо покрыты плотным мехом, даже между подушечками пальцев. Они выполняют сразу две функции. Работают как встроенные снегоступы, не дающие провалиться в глубокие сугробы, и как идеальные глушители. Шаги ирбиса абсолютно бесшумны. Он не наступает на камни, он по ним перетекает. Но главное, самое феноменальное оружие снежного барса скрыто в его маневренности, и ключ к ней – хвост. Ирбис обладает самым длинным и толстым хвостом среди всех кошачьих планеты. Он почти равен длине тела самого хищника, и это не украшение. Это тяжелый гироскоп и идеальный аэродинамический балансир. Во время бешеной погони по отвесным, почти вертикальным стенам на скорости, когда центробежная сила должна неминуемо сбросить животное в бездну, барс перекидывает этот хвост из стороны в сторону, корректируя центр тяжести прямо в воздухе. Благодаря этой математической точности движений он способен совершать немыслимые, противоречащие законам физики прыжки до 15 метров в длину над зияющими ущельями. Это не просто прыжок, это прицельный, смертоносный полет. А холодной высокогорной ночью этот же пушистый хвост превращается в плотный спальный мешок, которым барс укрывает нос и морду от обморожения во время сна. Ирбис никогда не вступает в честный, изматывающий бой. Он атакует сверху. Хищник может часами не шевелясь лежать в засаде, сливаясь с ледяным камнем, а затем бесшумно бросок. Он падает на спину могучих горных архаров или козерогов, чей вес порой достигает 300 килограммов, в 3 раза больше самого барса. Мертвая хватка, парализующий укус в шею, и охота окончена. Но в суровой иерархии небесных гор Ирбис не просто безжалостный убийца. Он высший судья и главный санитар всей системы. Контролируя популяцию копытных, он не дает им уничтожить скудную растительность альпийских лугов. Убери снежного барса, и огромные стада травоядных съедят все до самых корней. Почва, лишившись скрепляющей ее травы, поддастся эрозии, начнутся массовые оползни, и цветущие склоны быстро превратятся в сыпучую, безжизненную каменную пустыню. Снежный барс – это невидимая корона пищевой цепи Тяньшаня, абсолютный властитель этих высот. Но парадокс дикой природы заключается в том, что фундамент этой грандиозной непобедимой империи держится вовсе не на когтях хищника. Великий Ирбис обречен на голодную смерть без тех, кто каждый день готовит для него почву. Чтобы увидеть истинных создателей этой жизни, нам нужно спуститься чуть ниже, к самым недооцененным, но самым трудолюбивым инженерам высокогорья, к тем, кто буквально лепит эти горы своими зубами. Глава 5. Подземные архитекторы. Как грызуны строят горы. Спуститесь на 1000 метров ниже ледяных владений призрачного барса. Туда, где суровые гранитные скалы внезапно отступают, открывая взору совершенно иной мир. Мы вступаем на бескрайние альпийские луга, знаменитые кыргызские Джайлоо. Весной и коротким высокогорным летом эти пологие склоны буквально взрываются изумрудной зеленью. Они покрываются густым пестрым ковром из 1000 видов цветов, среди которых раскинули свои белые купола юрты кочевников. Глядя на эту идеальную, умиротворяющую картину, кажется, что природа здесь наконец-то отдыхает, что эти райские пастбища выросли сами по себе, обласканные близким солнцем. Но этот зеленый океан – величайшая иллюзия.
Суровая правда Тяньшаня такова: эти луга не существуют сами по себе. Они искусственно посажены, вспаханы и поддерживаются в идеальном состоянии целой армией неутомимых ландшафтных инженеров. Мы привыкли умиляться, глядя на пушистых грызунов, считая их лишь забавным фоном или легкой добычей. Но здесь, в сложной механике небесных гор, именно они держат на своих плечах весь фундамент биологической жизни. Знакомьтесь, серый тяньшаньский сурок. Это не просто забавный зверек, свистящий при виде опасности. Это тяжелая строительная техника гор. Высокогорная почва безжалостна. Под колоссальной тяжестью многометровых зимних снегов и из-за постоянных перепадов дневных и ночных температур она прессуется до состояния камня. Семенам трав невероятно сложно пробиться сквозь эту бетонную корку. Если бы грунт оставался неподвижным, цветущие джайлоо за пару десятилетий превратились бы в мертвую сыпучую пустыню. Но сурки не дают горам умереть. Повинуясь древнему, вшитому в инстинкты коду, они роют, прогрызая спрессованную землю мощными когтями и резцами. Они создают норы, глубина которых может достигать 5 метров, а длина запутанных подземных лабиринтов – десятков метров. Одна колония сурков за короткий летний сезон переворачивает и выбрасывает на поверхность тонны глубинного грунта. Они работают как гигантский, неутомимый природный плуг. Сурки поднимают наверх минералы и соли, которые были заперты во тьме веками. Они аэрируют почву, пуская живительный кислород к корням высокогорных трав. Более того, именно благодаря их маниакальной страсти к рытью, ледяная вода от тающих ледников не скатывается бесполезным селевым потоком вниз по склону, смывая все на своем пути. Она впитывается в изрешеченную норами землю, как в гигантскую губку. Сурки физически создают условия для того, чтобы на этих скалах вообще могла существовать растительность. Их норы – это не просто укрытие от хищников, это настоящие подземные мегаполисы. Когда сурок покидает свое жилище или уходит в долгую зимнюю спячку, его апартаменты никогда не пустуют. В этих глубоких, защищенных от смертельного мороза тоннелях со своим идеальным микроклиматом селятся лисы, горностаи, змеи, редкие насекомые и даже некоторые виды птиц. Один пушистый экскаватор строит инфраструктуру для целого легиона живых существ. Но если сурок – это строитель и землепашец, то его соседка, крошечная тяньшаньская пищуха – это гениальный агроном. Пищуха похожа на короткоухого хомяка, хотя эволюционно она ближайший родственник зайца. В отличие от огромного сурка, накапливающего жир, этот зверек весом всего в 200 граммов не может позволить себе роскошь зимней спячки. Ей предстоит бодрствовать под 3 метрами снега при температуре минус 30 градусов. И чтобы выжить в этом ледяном аду, пищуха изобрела сельское хозяйство за миллионы лет до того, как первый человек взял в руки мотыгу. Они единственные млекопитающие в горах, которые заготавливают сено. С наступлением осени пищуха начинает маниакально срезать острыми зубами самые сочные питательные травы и цветы. Но она не тащит их сразу в свою нору. В сыром подземелье свежая зелень просто сгниет, и зверек погибнет от голода. Пищуха действует как опытный фермер. Она раскладывает свой урожай на плоских раскаленных солнцем камнях, аккуратно переворачивая стебельки, чтобы они просушились равномерно. Только когда сено становится идеальным, хрустящим и сухим, она прячет его в расщелины скал. Эти крошечные создания собирают стога сена, вес которых порой в десятки раз превышает их собственный. Казалось бы, сурки и пищухи просто живут своей незаметной жизнью, пытаясь прокормиться. Но это глубочайшее заблуждение. Вытащите этот крошечный элемент из уравнения, и случится катастрофа континентального масштаба. Почва спрессуется и умрет. Без пастбищ могучие архары и горные козлы умрут от голода. А без стад копытных непобедимый совершенный снежный барс просто исчезнет как вид. Вся эта грандиозная пищевая пирамида, все эти величественные хищники и грациозные рогатые гиганты целиком и полностью зависят от того, насколько усердно сегодня копал землю обычный серый сурок. Но в небесных горах нет безопасных зон.
Даже под землей ландшафтные инженеры не могут расслабиться. Опасность для них исходит не только от лисиц или волков. Самая страшная угроза падает прямо с небес. Поднимите голову. Мы вступаем в воздушное пространство, где патрулируют самые совершенные и беспощадные пернатые охотники континента. Глава 6. Живой снаряд. Властелин восходящих потоков и Древний Союз. Поднимите голову. Там, где заканчиваются альпийские луга, где ледяные пики пронзают стратосферу, а яростные потоки ветра способны без труда сбросить человека в пропасть, начинается совсем другая юрисдикция. В этом пустом, разреженном и звенящем от холода пространстве нет места ошибкам. Одно неверное движение крыла, и гравитация безжалостно размажет о гранит. Здесь патрулирует идеальная аэродинамическая машина. Абсолютный монарх небес. Беркут. Золотой орел Тяньшаня. С размахом крыльев, достигающим 2,5 метров, этот гигантский пернатый хищник почти не тратит энергию на махи. Он слишком умен, чтобы бороться с горами. Он использует их как свой двигатель. Беркут ловит невидимые глазу термальные столбы теплого воздуха, поднимающиеся со дна раскаленных ущелий, и часами парит на высоте в несколько километров. Не издав ни единого звука, он зависает в небе, словно живой спутник, непрерывно сканирующий рельеф. Его зрение – это непревзойденный шедевр оптической инженерии, до которого современным камерам еще эволюционировать. Глаз Беркута устроен так, что работает подобно мощному телеобъективу с высочайшим разрешением. В нем 2 зоны максимальной резкости, позволяющие одновременно видеть панораму и фокусироваться на макродеталях. С высоты в 2 километра, сквозь искажающее марево восходящего воздуха, этот снайпер способен заметить легкое подергивание уха пищухи или то, как серый сурок неосторожно высунул нос из норы. Для орла не существует слепых зон. Весь сложный, изломанный ландшафт Джайлоо развернут перед ним как открытая, детализированная 3D-карта. И когда цель обнаружена в небе, начинается один из самых смертоносных маневров во всей дикой природе. Беркут складывает свои массивные крылья, плотно прижимает их к телу, превращаясь в идеальную каплю, и позволяет гравитации сделать всю работу. Он переходит в крутое пике. В этот момент птица перестает быть биологическим объектом. Она становится управляемым баллистическим снарядом. Скорость падения стремительно растет, пробивая отметку в 200, а затем и в 300 км в час. Воздух с жутким воем рассекается об обтекаемое тело хищника, но этот звук жертва услышит лишь за долю секунды до удара. Слишком поздно для бегства. Длина заднего когтя беркута сопоставима с когтем взрослого медведя-гризли, а сила сжимания пальцев такова, что пробивает черепа лисицам и ломает позвоночники молодым волкам. Сурку, не успевшему нырнуть в спасительный тоннель, не поможет ни толстый слой осеннего жира, ни плотная шкура. Удар сокрушителен. Когти прошивают плоть насквозь, парализуя жертву мгновенно, еще до того, как она осознает боль. Эта невероятная, пугающая мощь тысячелетиями завораживала людей, живущих среди этих скал. Кыргызские кочевники смотрели в небо не только со страхом, но и с глубочайшим уважением. Так зародился один из самых удивительных союзов человека и дикой природы – искусство салбуурун – традиционная охота с ловчими птицами. Людей, овладевших этим мастерством, называют беркучи. Это не дрессировщики. Беркута невозможно подчинить силой или сломать его волю. Птица просто улетит или погибнет от тоски. Отношения между кыргызским охотником и золотым орлом строятся исключительно на взаимном уважении и партнерстве, которое длится десятилетиями. Выйти в заснеженные горы с гигантским орлом на кожаной перчатке значит приручить саму бурю. Беркучи знает каждую повадку своей птицы, понимает язык ветра так же хорошо, как и его пернатый брат. Это живое, дышащее наследие кочевников, которое до сих пор бережно передается от отца к сыну в высокогорных селах Кыргызстана. Но здесь, высоко, в диких горах, вдали от человеческих поселений, золотой орел не служит никому, кроме собственного голода и суровых законов баланса. Его экологическая роль в архитектуре Тяньшаня бесценна. Беркут – это жесткий, но необходимый регулятор системы.
Если сурки и пищухи перекопают все склоны, их популяция выйдет из-под контроля, и они уничтожат всю растительность, оставив горы голыми. Беркут сдерживает эту армию подземных инженеров. Он математически точно выбраковывает самых слабых, больных и неосторожных, поддерживая идеальное равновесие альпийских пастбищ. Но атака безупречного небесного снайпера – это еще не конец цикла. В беспощадной и скудной экономике высокогорья, где выживание стоит колоссальных энергетических затрат, ни 1 грамм белка, ни одна обглоданная кость не имеют права пропасть даром. Когда Беркут заканчивает свою трапезу, пиршество смерти в горах не прекращается. Напротив, оно только переходит на следующий уровень. Из холодного тумана, окутывающего черные скалы, бесшумно появляются те, кто питается самими останками, те, чей желудок способен растворить даже камни. Мы переходим к высшей касте санитаров Тяньшаня, к птицам, которые не убивают, но без которых эти величественные горы давно превратились бы в гигантский гниющий могильник. Глава 7. Кислотный котел небес. Последние санитары Тяньшаня. Когда стихает ярость охоты, а могучий беркут или призрачный снежный барс, насытившись, навсегда покидают место схватки, на холодных камнях остается лишь растерзанный скелет. Для подавляющего большинства хищников на планете на этом пищевая цепь обрывается. Кости и сухожилия кажутся мертвым, несъедобным мусором, лишенным всякой энергетической ценности. Но в суровой, математически выверенной экономике Тяньшаня ни один атом белка не имеет права пропасть впустую. Как только охотник уходит, в горах начинается мрачный, но абсолютно необходимый балет. Из густого тумана, бесшумно рассекая разреженный воздух гигантскими крыльями, спускается высшая каста горных санитаров. Первыми на сцену прибывают кумаи, снежные грифы и огромные черные грифы. Это тяжелая артиллерия зачистки. Птицы колоссальных размеров, с лысыми шеями, адаптированными для того, чтобы глубоко погружаться во внутренности, действуют быстро и агрессивно. Они дочисто сдирают остатки плоти, оставляя после себя лишь голый, выбеленный безжалостным ультрафиолетом остов архара или козерога. Грифы улетают. Кажется, теперь от животного остался только камень. И вот тогда из-за острых пиков появляется он. Птица, чей облик и повадки больше напоминают мифического дракона из древних легенд, чем реальное биологическое существо. Знакомьтесь, бородач или ягнятник. Финальный, самый совершенный аккорд в великой симфонии выживания небесных гор. С невероятным размахом крыльев, достигающим почти 3 метров, бородач парит над ущельями, как абсолютный властелин загробного мира. Его внешность пугает и завораживает одновременно. Пронзительные желтые глаза, окруженные кроваво-красной каймой, черные, жесткие перья под клювом, напоминающие козлиную бородку, и ярко-огненная ржаво-рыжая грудь. И здесь природа преподносит нам первый эволюционный сюрприз. Этот демонический огненный цвет перьев неврожденный. От природы бородач абсолютно белый. Эта птица наносит свой пугающий макияж искусственно. Находя в горах скрытые, богатые оксидом железа лужи, бородач намеренно ложится в эту ржавую грязь и подолгу купается в ней. Он буквально втирает красную пыль в свое оперение. Это визуальная броня, боевой раскрас, который демонстрирует его статус, возраст и доминирование над другими птицами. Это единственный в мире пернатый хищник, использующий минеральную косметику для устрашения конкурентов. Но самое поразительное скрыто не в его оперении, а глубоко внутри. Бородач – единственный в мире позвоночный хищник, чей рацион на 85% состоит из чистых твердых костей. Как можно питаться тем, обо что другие звери ломают зубы? Секрет бородача кроется в его уникальном анатомическом парадоксе. Желудок этой птицы – это не просто орган пищеварения, это настоящий химический реактор. Кислотность его желудочного сока приближается к единице по шкале pH.
Чтобы вы понимали масштаб, это концентрация автомобильной аккумуляторной кислоты. То, что мгновенно прожгло бы желудок человека или волка, для бородача – нормальная среда. Проглоченная им кость размером с коровье копыто полностью растворяется в этом кислотном котле всего за 24 часа, отдавая птице драгоценный костный мозг, чистый кальций и питательный жир. Но что делает бородач, если найденная кость, например, бедренная кость взрослого архара, слишком велика, чтобы проглотить ее целиком? Здесь птица демонстрирует уровень интеллекта, которому позавидовали бы физики баллистики. Бородач берет гигантскую кость в свои мощные когти и взмывает по спирали на высоту до 100 метров над землей. Он не просто бездумно бросает ее вниз. Паря в небе, птица сканирует рельеф, вычисляет скорость и направление коварного горного ветра, находит специальную плоскую гранитную скалу, свою личную, годами проверенную наковальню, и с математической точностью сбрасывает кость прямо на этот камень. С оглушительным, похожим на выстрел треском, природная броня раскалывается, обнажая калорийную сердцевину. Если кость не разбилась с первого раза, бородач упрямо спустится, поднимет ее и сбросит снова, пока не получит свой заслуженный обед. Значение этого мрачного ритуала для всей экосистемы Кыргызстана невозможно переоценить. Бородач – это стопроцентный, совершенный биологический утилизатор. Представьте, что было бы, если бы в горах не было этих птиц. Трупы павших животных копились бы на склонах годами. В условиях глобального таяния ледников весенние воды смывали бы гниющую плоть, отравляя чистейшие горные реки трупным ядом. Смертельные бактерии, возбудители сибирской язвы и ботулизма разносились бы на сотни километров вниз, угрожая не только диким стадам, но и миллионам людей в долинах. Но кислотный реактор бородача уничтожает любые, даже самые стойкие патогены. Замыкая пищевую цепь, эта птица буквально стирает следы смерти, превращая мертвые кости в энергию для своего свободного полета. После бородача на скалах не остается ничего, только идеально чистый камень, ветер и первозданная тишина. Мы проделали колоссальный путь. От мертвых зон Пика Победы до марсианских каньонов Иссык-Куля, от невидимых архитекторов-сурков до совершенных небесных чистильщиков. Мы увидели мир, который работает как вечный часовой механизм. Но у этого идеального, миллионами лет выверенного механизма есть одна самая непредсказуемая и уязвимая деталь. И эта деталь – мы с вами. Посмотрите на эти горы еще раз. Издалека через объектив камеры или из окна комфортного автомобиля они кажутся вечными, неподвижными глыбами мертвого камня и льда. Величественной, но безмолвной декорацией. Но теперь вы знаете правду. Тянь-Шань – это не просто красивый рельеф на физической карте. Это единый, колоссальный, глубоко дышащий организм. Безупречный биологический суперкомпьютер, в котором нет ни одной лишней строчки кода. Теперь мы видим скрытые связи. Ледник Энельчек накапливает и взрывом сбрасывает миллионы тонн воды, чтобы запустить круговорот и напитать теплый Иссык-Куль, меняющий климат. Серый сурок перепахивает бетонную землю, чтобы на голых скалах проросла жизнь. Призрачный барс наносит свой выверенный удар, спасая хрупкие луга от истощения, а огненный бородач растворяет в кислоте кости павших, чтобы горные ручьи оставались кристально чистыми. Каждая капля талой воды, каждый свист крошечной пищухи, каждый взмах крыла беркута – это пульс идеальной системы. Системы, которая выстраивала свой математически точный баланс миллионы лет. Но у этого грандиозного вечного механизма есть одна уязвимая, абсолютно непредсказуемая деталь. И эта деталь – мы с вами. Мы, запертые в своих комфортных бетонных мегаполисах, круглосуточно подключенные к цифровой иллюзии, потеряли способность видеть эту истинную сеть. Нам кажется, что технологии сделали нас независимыми богами. Мы с легкостью прорубаем дороги сквозь ледники, бездумно меняем химический состав атмосферы и пытаемся подчинить ландшафт своим амбициям, забывая об одном жестоком правиле. Вытащи из идеального часового механизма хотя бы одну крошечную шестеренку, и он рухнет весь. Уничтожьте сурка, и исчезнут пастбища.
высохнет трава, а вслед за ними горы навсегда покинут великие снежные барсы. Если наше высокомерное отношение к климату растопит тысячелетние ледники Тянь-Шаня быстрее, чем это задумано природой, реки иссякнут. И тогда наши гордые цивилизации в долинах столкнутся с катастрофой, от которой не спасет ни один счет в банке, ни один искусственный интеллект и ни один спутник на орбите. С экранов телевизоров мы привыкли с пафосом заявлять, что человек должен спасти природу. Но это величайшая гордыня. Тянь-Шань пережил падение метеоритов, расколы континентов и ледниковые периоды. Если мы окончательно разрушим этот баланс, природа не погибнет. Горы просто стряхнут нас со своих каменных плеч, как назойливую пыль. Они залечат свои раны и создадут новую жизнь, как делали это уже тысячи раз до нашего появления. Спасать нужно не природу, спасать нужно нас самих. И первый шаг к этому спасению – вспомнить мудрость тех, кто веками жил на этой земле. Народ Кыргызстана не пытался покорить Тянь-Шань. Кочевники поняли главное – мы не хозяева этого мира, мы его гости. Их традиционное гостеприимство, тепло их юрт и глубокое уважение к каждому живому существу – это не просто красивая традиция, это единственно верная инструкция по выживанию на этой планете. Связь с реальностью, которую мы так отчаянно теряем. Кыргызстан ждет каждого, кто готов открыть глаза и сердце. Но в следующий раз, когда вы окажетесь здесь, когда выйдете на берег дышащего марсианским теплом Иссык-Куля или подниметесь на заснеженный, продуваемый ветрами перевал небесных гор, сделайте одну важную вещь. Остановитесь, опустите камеру, выключите телефон. Вдохните этот обжигающий чистый, звенящий воздух. Закройте глаза и просто прислушайтесь. И вы почувствуете, как прямо под вашими ногами, в древних камнях, во льдах и в корнях высокогорных трав пульсирует настоящая, дикая и невероятно мощная жизнь. Вы поймете, что стоите на вершине величайшего механизма во Вселенной. И вы больше никогда не сможете смотреть на этот мир по-старому. С вами был канал Экзомир. Берегите все, что вас окружает, и старайтесь чаще возвращаться к настоящей реальности. Спасибо, что прошли этот путь с нами. До скорой встречи!